Если вы сейчас в поиске хвойного древесного аромата, но за адекватные деньги в люксовом сегменте, чтобы пахло классно, благородно, свежо, древесно, то я вам порекомендую в этом видео аромат от марки Discovered Chum. Всем hello, вы на канале Мой Флакон, меня зовут Слава. И в этом видео я хочу рассказать про один из лучших ароматов на тему хвои в люксовом сегменте, который я нашел в прошлом году. И довольно-таки им часто и активно пользуюсь и получаю для себя большое удовольствие, как он красиво и благородно на мне звучит, хотя он стоит очень-очень даже бюджетно. Расскажу немного про бренд Discovered Chum, что это за бренд, какие ароматы он создает. И начну я про историю бренда Discovered. Он был основан двумя братьями-близнецами, Дином и Дэном Каттеном, в стране Северной Канаде. Они родились там. В студенчестве они решили освоить азы фэшн-индустрии, полетели учиться в Нью-Йорк. В Нью-Йорке отучились один семестр, вернулись в Торонто, и уже получив какие-то знания, они уже улетели в страну моды, в Италию, а именно в город Милан. Там они в 1995 году основали уже свой бренд и назвали его Discovered Chum. И начали сотрудничать с такими звездами, селебрити, как Мадонна. В 2001 году они для нее подготовили порядка 150 вещей, дизайна для ее мирового турне. Сотрудничали также как и с Бритни Спирс, с Джастин Тимберлейк. Для них шили одежду, да и вообще для многих селебрити, таких как еще и Black Eyed Peas. Что бы хотел бы рассказать про их концепт. У них такой стильно-молодежный одежды, стиль, больше подходит именно почему-то, я считаю, для молодой аудитории. Свой первый аромат они выпустили в 2007 году, назывался он He Wood. На данный момент это уже снятость, этот аромат, и он посвящен лесам, хвойным лесам, которые произрастают в Канаде, где они родились. И на данный момент этот аромат довольно-таки очень дорого стоит, дороже, чем даже нишевые ароматы, и его сложно купить только с рук. И вообще ароматы, которые создавали с 2007 года по 2013 Discovered, они стоят сейчас как хорошая прям такие ниши. И их довольно-таки не везде можно купить. В магазине они уже точно нигде не продаются. Только, возможно, в каких-то интернет-магазинах вы можете их найти и посмотреть. Я не знаком с предыдущими выпусками Discovered. Я в прошлом году пошел в торговый центр. Захотелось мне все-таки найти что-то хвойное, только за небольшие деньги и с таким благородным, красивым звучанием, натуральным звучанием. Я много обошел брендов и все-таки остановился на Discovered Chum Greenwood. Этот аромат я купил год назад. Мне понравился сам флакон, сама баночка, как он выглядит. Есть деревянная крышка с логотипом канадского листочка. Она магнитная, создает такой довольно-таки громкий звук, приятный. Пульвик, сам пульвик, хороший пульвик, достаточно хорошо распыляет, ничего здесь не капает, ничего не растекается. Прям очень добротно сделано. Толстое такое зеленое стекло. Здесь у меня 50 мл, концентрация Eau de Toilette. Несмотря на то, что это Eau de Toilette, держится он очень даже хорошо. И старт у этого аромата, прям как будто Новый год, предновогодняя атмосфера. Вы купили себе елку хвойную, что-то хвойное дерево, сосна, может елку, пихту. И вы занесли это хвойное дерево в квартиру, и оно прям создает такой морозный, освежающий, такой хвойно-древесный аромат. И довольно-таки очень натурально звучит.
На моей коже он держится целые сутки, представляете? Но где-то после 6 часов носки он уже оседает на моей коже, и уже только при близком расстоянии человек может ощутить от меня этот древесно-хвойный аромат. А вот первые 6 часов довольно-таки прям шлейфовый, диффузный. Вот я сейчас распылил, и на всю комнату у меня вот здесь такой хвойный, древесный, свежий аромат. И зимой, чем мне нравится, он больше пахнет именно такой древесно-смолистой хвоей. Он согревает, он дает какую-то такую атмосферу рождественских новогодних праздников, когда вы наряжаете елку. Вот пахнет именно прям иголочками, вот этими хвойными. А вот летом, когда вот сейчас, в теплое время, он освежает. Он именно дает какую-то такую свежесть, немного цитрусовость. Здесь появляются какие-то цитрусы. Мне вот нравится то, что вот на все времена подойдет. Я его довольно-таки летом часто ношу, и хорошо так его уже поразносил. Вот если это видно, то нормально я использую, несмотря на какая коллекция есть ароматов у меня. Я его точно раз в 2 недели пользуюсь им, освежаюсь. Он вот сейчас летом вообще классно заходит. Еще мне нравится сам флакон. Это такая вот бутылочка 50 мл, но удобно его брать с собой. Хорошо, кстати, здесь сделаны вот эти золотые буквы. Ничего не поцарапалось за год, ничего с ними не происходит, потому что некоторые бренды довольно-таки дорогие, их надписи на флаконах быстро стираются, там появляются на них какие-то, я не знаю, трещины. Вот я сейчас ногтем делаю, ничего с надписью не происходит. Довольно-таки качественно сделано. И очень толстое стекло. То есть, если вы его уроните, то, возможно, он не разобьется. Что бы хотел сказать? Да, это вообще самый лучший аромат на тему хвои в люксовом сегменте для меня. Я им прям радуюсь, что я его приобрел. Он уже у меня настоялся. И вот он настоялся. И чем мне еще нравится, когда я его наношу на себя, он довольно-таки линейно звучит. То есть вот пахнет свежестью, древесностью и хвойностью. У меня есть от Сержа Лютанца «Девушка в иголках» Feel and Angels аромат. Он тоже на тему хвои. И я считаю, все-таки этот аромат в нишевом звучании лучший хвойный аромат, который я вообще мог обонять. И здесь, конечно же, больше все-таки прям очень много смолистости. Вот прям вот как будто туда много вот этой бензоина, какие там еще смолы существуют. Прям очень много смолы. Здесь все-таки больше именно иголочек, больше пахнет и зеленью, вот свежестью хвойного леса, вот этим. А здесь все-таки больше я чувствую именно смолистости, именно хвойной смолистости. Вот когда вы подходите к сосне и видите, когда на стволе сосны вот это смолы выделяются. И вот вы, если понюхаете эту смолу, вот пахнет прям вот Feel the Angels. Следующий аромат, который у меня есть, он в пробничке, называется Discarded Wood. Здесь такой коричневый флакон с деревянной тоже крышечкой. Здесь нарисована даже сама пирамида, то, что как пахнет сам аромат. Это тоже Eau de Toilette, сделано в Италии. Так как их штаб-квартира, штаб-офис Discarded Wood базируется в городе Милан. Этот аромат мне, наверное, менее всего нравится. Почему? Здесь уже меньше хвойности, здесь уже больше древесности и больше цитрусов, как по мне. Я чувствую здесь и каких-то цветочков. Возможно, фиалка, какие-то такие цветы приятные. И еще бы хотел бы заметить то, что это
оппозиционируются как мужские ароматы, но я полностью хочу сказать то, что это звучит унисексово. И нету ни в какой наклон, если вы нанесете на себя Discovered Greenwood, этот аромат с вас скажет, что от вас пахнет мужиком. Такого не будет. Или вы парень нанесете на себя это и там подумают, что в какой-то женский аромат. Нет, это прям чистый унисекс. Прям действительно унисекс. И если говорить про люксовое вообще звучание, здесь вот на грани прям с нишевым. То есть здесь вот я чувствую все-таки натуральность какая-то. Вот есть натуральность, нет вот этой химозности, как во многих люксовых ароматов. А что в этом? Я бы сказал вот то, что здесь нарисовано. Мандарины, апельсины, имбирь. Здесь много имбиря, специи, зелени. Для меня это уже больше не хвойный, как здесь хвойный лес. Здесь больше уже древесный, обычный лиственный лес. С нотами имбиря, с нотами цитрусов. Идеально подойдет в офис. Вот я думаю, что если вы работаете среди большого количества людей в офисе, вы спокойно можете его купить, потому что он довольно-таки не особо стойкий, 3-4 часа, я прям его отчетливо слышу, но после 3 часов он немного замыливается, пахнет вот как будто вы приняли душ с хорошим таким добротным мылом. И он освежает. Мыльные ароматы все-таки как будто есть какие-то альдегиды, но альдегиды они такие прям на лайте. Нравится, как это пахнет. Мне нравится вообще их даже женский аромат, такой красный флакончик. Тоже старт вообще вот сладкая такая вкусная ягодная конфетка. Поднимает сразу настроение. Такой красный флакон выглядит вообще тоже классно. Но, как мне говорили некоторые девушки, которые носят аромат, он вначале хорошо, но потом как-то не очень раскрывается. Ну, все индивидуально, и вы, конечно же, тоже позатестите эти ароматы в магазинах перед тем, как покупать вслепую эти ароматы. Я не хочу сказать, что чтобы вы покупали, пошли вслепую. Нет, обязательно все потестите. Вот, и, кстати, новинка у Discovered называется аромат Original Wood. Если вы фанат первого того аромата, который был создан в 2007 году, He-Wood, вот многие говорят, что он очень похож на самый первый их флакон. Не зря он и назван Original Wood. Так что попробуйте его, поразносите. Я, кстати, хочу вот в следующий раз, когда пойду в магазин, на себя нанести, посмотреть, как интересно, как он раскроется на моей коже, потому что я к нему еще не подходил. Под итог этого видео хочу сказать то, что вот этот аромат я довольно-таки рекомендую с ним познакомиться, если вы ищете хвойный, древесный, свежий аромат за очень адекватные деньги, чтобы это пахло благородно, это прям топчик-топчик. Это, если вы уже менее хвойные ароматы любите, если вы работаете среди людей и вам надо что-то свежее, цитрусовое, древесное, и тоже, чтобы качественно это пахло, за адекватные деньги, присмотритесь к Wood Discovered June. Тоже очень довольно-таки хороший аромат. В заключение хочу поблагодарить вас за просмотр этого видео. Подпишитесь обязательно на наш канал, потому что как наберет 700 подписчиков, я обозрею этот большой пакет с ароматами от Diptyque. Я жду, когда будет 700 все-таки подписчиков, потому что наши видео смотрят люди и не подписываются почему-то. Поставьте лайк этому видео, если было интересно, напишите комментарий, знакомы ли вы с брендом Discovered June. Мне будет интересно с вами пообщаться, познакомиться. Вам хочу пожелать отличного настроения, спокойствия и позитива во всем. С вами был Слава, всем goodbye.